Всем привет! В этом видео расскажу о Помпее. Помпей является очень своеобразным героем. Я не рекомендую брать его в качестве стартового по одной причине. Первым навыком он наносит урон по площади, и это вам помешает на ранних стадиях игры бить варваров, лагеря варваров, хранителей и других нейтральных юнитов. Он может случайно зацепить соседнего варвара высокого уровня, и тот может уничтожить даже ваш штурм. Тем не менее, если вы играете за лучников, этот герой обязателен в качестве второго эпического. При правильном использовании этот герой очень крут на всех этапах игры. Итак, по навыкам. Для начала пройдемся по стандартным навыкам. Постоянное повышение защиты 15%. Повышение атаки при сражении на открытой местности и при нападении на вражеский гарнизон 20%. Повышение урона лучников против кавалерии 10%. Эти навыки ничем не примечательны, дают стандартное усиление лучникам в том или ином случае. Просто не забываем их менять в зависимости от ситуации. Хотя стоит сразу отметить, что не нужно Помпеем атаковать гарнизоны. В этом случае он будет атаковать только одну цель своим первым навыком. И, как я скажу чуть позже, это значительно ослабит его. Переходим к первому навыку. Урон по площади. Множитель урона кажется очень низким. Давайте посчитаем с учетом его четвертого навыка. Считаем 650 плюс 30%. 30% от 650 это 195. То есть получаем 845. Хотя если мы атакуем 2 юнита, то получим уже 845 плюс 845 минус 15%. 15% от 845 это примерно 127. То есть по второму юниту множитель урона уже 718. Таким образом, в сумме мы уже получаем 1563. А это, заметьте, больше, чем у любого пробужденного легендарного командира. Чем больше врагов попадает под атаку, тем сильнее становится командир. Таким образом, командир очень слаб, сражаясь один на один, и очень силен, когда под его атаку попадают несколько врагов. Отметим тут, что этот расчет при условии, что 2 слота навыков уже заняты. Четвертый навык. Усиление урона от навыков происходит не только у себя, но и у напарника. И не только урона от первого навыка, но и дополнительного урона. Таким образом, чтобы извлечь максимальную пользу от Помпея, ставим его в пару с командирами, имеющими высокий множитель урона первым навыком и дополнительный урон. Стоит также отметить, что этот навык очень легко открыть, в отличие от Карла Мартелла и Эдуарда. Их подобные навыки открываются только на 60 уровне. То есть при правильном использовании Помпей может принести большую пользу на ранних стадиях игры, помочь пройти кампанию, побеждать в состязаниях героев и прочее. Седьмой навык. 10% вероятность снизить получаемый лучниками урон на 30%. Навык, надеюсь, не требует объяснений, очень крутой. Когда его откроете, используйте его постоянно. По связкам. Идеальной связкой считаю Помпей плюс Эдуард. Конечно же, когда под урон по площади попадает несколько юнитов. Урон по площади у обоих, усиление урона от навыков у обоих и оба командира для лучников. Помпей, Фридрих. Фридрих имеет высокий множитель урона первым навыком
и дополнительный урон. На ранних этапах игры, когда у вас еще нет целой армии лучников, при отсутствии этих двух командиров можно поставить в пару также Тимучина, Ханза, Александра. Если легендарного героя используете в первой армии, а Помпея планируете ставить с другим эпическим героем, то подойдут Карл Мартелл и Иван Грозный. Карл на ранних стадиях, как и Помпей, будет атаковать по площади, а потом еще и дополнительно усилит урон от навыков на 20%. А Иван в целом универсален, имеет дополнительный урон, а в дальнейшем ускорит применение активных навыков за счет своего 7-го навыка. Всем спасибо за просмотр. Для того, чтобы видео посмотрело как можно больше людей, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Так работает YouTube. Всем пока-пока.